Добрый вечер. А это я, Костик, да? Понял, а я тут... Ну, это понятно. У вас воспоминания какие-то, да? Так, года-то уже какие? Она ж какого года у вас? 99-го. Ну, пора. А сколько у вас она? 11 лет у одного владельца. Вот это очень серьезно. Дерево в салоне. Смотри, он такая жирненькая прямо, да? Автомат. Тут, смотрите, прямо. Регулировка поясничного отдела. В общем, конечно, надо хоть по чуть-чуть, но делать. Ага. Это даже омыватель фар работает. Ёптель. Удивительным образом ровно работает двигатель. Угу. О, немножечко макрофлекс. Все как мы любим. Наши любимые технологии, конечно. Совершенно прекрасно. Слушайте, замечательная история. Я готов забрать. На следующий день мы утром решили даже ее помыть. Ну, якобы это поможет нам как-то осознать свое существование. Но мыть ее на самом деле не стоило. Стоило просто сэкономить и не мыть. Кстати, экономить — это вообще прям про эту тачку, потому что зачем покупать дешевки? Их покупают только для того, чтобы экономить, потому что тачка за 50 тысяч — это дешево. Экономить можно в том числе, кстати, при помощи кэшбэка. Если кто не знал, то кэшбэк — это такая штука, допустим, когда вы покупаете тачку, а вам к ней дают еще зимнюю резину в подарок, как в нашем случае, например, да? И еще куча других ништяков, там коврики, что-то еще. Так почему бы не использовать то же самое в обычных покупках? Это и есть кэшбэк-сервис. К примеру, Letyshops. Работает это все очень легко. Вы устанавливаете приложение, регистрируетесь в сервисе, оно интегрируется в ваши браузеры, или можно зайти на сайт Letyshops и смотреть, как же при этом можно совершать те же самые ваши покупки, как обычно, получая за это потом обратно кэшбэк. Вы можете просто зайти на сайт Letyshops или расширение и выбрать нужный магазин, их там более 2000. Для примера это AliExpress, Booking, MVideo. Можно с кэшбэком покупать даже Casco и OSAGO. По статистике самих Letyshops, если покупать с кэшбэком что-то хотя бы раз в месяц, то можно за год сэкономить 7000 рублей. На 7000 рублей эту машину можно 3 раза заправить, к примеру. Поэтому устанавливайте расширение для браузера, заходите на сайт и экономьте свои же собственные деньги на покупках. Ссылочки на Letyshops, естественно, будут в описании под этим видео. А нам нужно сейчас просто поехать и посмотреть, на что же она способна. И сэкономить на Range Rover хотя бы. Зачем Range Rover, когда есть тачка за 50, а? Боже мой, тут всегда, когда... Вам не понять этой боли, когда ты садишься в незнакомую машину старую, вытаскиваешь ремень, хватаешься за него рукой, а там липкое что-то, и ты понимаешь, что это все на твоей руке теперь. Вот, вот я не знаю, завтра пойдет какое-то раздражение, понимаете? То есть, а нужно же пристегнуться ремнем. Вы понимаете, что даже сам хозяин ремнем здесь уже какое-то время не пристегивался. Даже собственник автомобиля брезговал этим рулем пристегиваться. Но ты слышишь это, да? Там что-то, короче, коротит, видимо. Ладно, значит, когда мы загоримся, надо будет быстро вытаскивать отсюда мафаны вещи. Зеркало черное, как будто его коптили свечкой. Давай попробуем вот так вот. Это мокрый палец. И сейчас мы протрем часть зеркала. Вот, чтобы вы понимали, в каком состоянии находится зеркало заднего вида. Смотрите, вот так ездил собственник, да, вот такое оно должно быть. То есть просто, И ты, короче, такой, типа, весь вроде нормальный пацан... И вот так едешь вот так, потому что думаешь, чтобы только бы не подцепить-то отсюда. Здесь же во всем может сидеть респираторный сифилис в каждой поре. Вот тут, кстати, надо было интегрировать божественность здесь. Интегрировать надо было божественно наш очиститель системы вентиляции. Зато у нас автомат. Едет-то она при этом офигенно, кстати, смотри. У нас конченые дворники, но это может заехать в магазин, их поменять. Это, грубо говоря, не проблема. Автомат работает абсолютно адекватно, плавно едет. Есть даже подвеска. Рейка кончилась, но она даже рулится. Нет, она даже пытается куда-то там подрулить. На скорости 10 не страшно. Слушайте, она едет. Блин, прям тачка. Сейчас, секундочку. Но это не 200 сил, конечно, скажем прямо. О, светофор. Давай с места. Прикинь, вот мы еще 100 метров на этой машине не проехали, уже ланчи, все, пошли, да? Это Вольвочка. Спорт, у нас есть кнопка спорт. Все, я нажал. Секундочку. С 2 педалей. Давай. Буксанула. Это в полу педаль. Все, в полу педали она погибла. Да.
Все, погоди, не заглохнет? Не, работает. Но она просто ехала и все, и кончился двигатель. У нас, может быть, знаешь, с чем это связано? Бензина нет, потому что тут его совсем мало. Сейчас заедем, заправимся. Да, и все, и сука, вспомнила, что у нее еще одна передача есть. Тормоз. Нет, есть тормоз. Слушай, она нормальная. За 50 тысяч, я бы сказал, вот так навскидку, когда я вот в ней еду, по технике это одна из лучших машин, что нам попадались. А проблема другая, нам нужен 98-й, так написано на лючке, а мы приехали в тот тупик, где 98-го нет. Если разобраться, что нам досталось? Очень жирная комплектация. У нас есть полудеревянный руль. То есть, как опция, он, скорее всего, в 99 году стоил конских денег. Это, я бы не сказал, что это прям как настоящее. Выглядит довольно все это пластмассово, но, тем не менее, это дерево. У нас нет климата, хотя вот это вот даже здесь с написанными градусами какими-то. И есть режим автоматический, который управляет самостоятельно, куда дуть воздуховодом печки. В рот там или в ноги собственнику, или куда там ему только захочется. Можем включить фары, датчика света нет, датчика дождя, естественно, нет, но все-таки это 99 год. Тем не менее, у нас подлокотник, автомат, 1.8 турбо, у нас есть круиз, отключение стабилизации даже, вот здесь вот кнопочка у нас есть. Сзади есть подлокотник на заднем диване. У нас есть дворники на фарах, в те года так было круто, они до сих пор работают при этом. У нас есть подогрев зеркал, на секундочку, штатный мафон двухдиновый с кассетой, это по тем годам, кассета и диск, то есть по тем годам это было очень неплохо. Вот такой подлокотник есть. Но, как бы, ребятушки, сиденья хоть и механические, но с регулировкой по высоте, с регулировкой поясницы. В принципе, я бы сказал, что это такого среднего жирка тачка, учитывая, что здесь все-таки 200 сил и автомат. Четырехступенчатый, правда, древний, но вы посмотрите как. У нас не каждый раз так бывает на обзоре, что если отбросить эти предрассудки, что типа она сейчас не валит и так далее, и просто вся подубитая, мы сели и едем. Плесенью воняет, но я бы сказал, на 3 из 5. Да, Владян, что скажешь? Ну, типа так можно ехать. Сыростью, да, потому что она просто долго стояла, то есть не плесень, а просто отсырела. У нас есть люк, который по сей день работает. Смотри, два положения. Первое козырьком, второе это сдвинуть назад. И он реально работает, и его не закусывает, он в порядке. Давай круиз попробуем, работает или нет. Смотри, круиз мы включили. Нет, сет. Нет, круиз не работает. Вероятно, круиз не работает из-за того, что не работает АБС. Ладно, да, вот, ну косяк, она неисправна, Владян, мы нашли что-то сломанное, смотри-ка. Это удивительно, а в остальном-то, да, руль стоит криво, развала нет, ну, блин, в натуре, смотри, я еду. Volvo, это каждый раз вот так в нее садишься и думаешь, вот это тачка. Смотри, как она классно едет. А, и спидометр не, вот почему не работает круиз, спидометр не работает. А спидометр не работает, потому что не работает АБС, потому что датчик, с которого АБС берет сигнал, это, скорее всего, правый передний у нас сломан. А запасной датчик, Владян, ты на нем сидишь, мне его хозяин отдал. Прикинь. То есть мы можем сейчас заехать и эту тачку починить. Как тебе такое? Ну-ка, дай попробуем. Это вот 200 сил типа, да? Ну да, мотора нет, конечно, уже. Обидно. Жестко. Я даже не знаю, сколько мы едем, спидометр не работает. И все, ей не раскрутиться, она передачу не переключает. Вот, переключила. Да, Карабас, конечно, подходит, если по-честному. Оу, затроил мотор. Блин. Мы сейчас встанем. Блин, ну такой дождь еще на улице. Вообще сейчас не хочется все вот это вот. Что? Все. Блин, она была так прекрасна. Блин, мы только купили тачку, мы начали тест-драйв. Все, 3 цилиндра осталось. Блин, это 5-я минута видео или какая там, Владян? Ну скажи, что это все сейчас починится. Вообще сейчас не хочется ничего. Не может же быть так, что он так удачно ее продал. А? Просто сейчас вы видите сейчас лицо просто неудачника. Я купил тачку за 50 тысяч, я проехал на ней 1,5 километра, она сдохла.
попробуем заглушить и завести. Это должно помочь просто. Это же Volvo, я верю в это. Но не могло прям отрыгнуть совсем. Никитос. Сейчас только что газовали, и у вас из выхлопной трубы идеально ровная речка, такой масляный дымный такой вышло. Ну именно дыма, не само же масло оттуда текло. Нет, но дыма столько, что капзда просто. Я даже притормаживал. Ну, она сломалась, если ты не понял. Твою мать, как так можно было купить тачку, что через 1,5 километра она сломалась, и это, похоже, все. Таким лохом я еще ни разу не был, понимаешь? Так просто идеально шваркнули меня. Да, конечно, японцы делают вещи. Именно сейчас надо было так задоминировать. Унизил, красавчик, я не против, да. Я бы сейчас сам к нему запрыгнул туда, если что. Давай толкать, Никитос. Да, это просто охрененно. Давай не отвлекайся, толкай. Топ-10 богатейших блогеров России. Я купил Volvo. Нормально все? Не устал? Она закрыта. Она работает. Как меня кинули, а? Вот такого еще не было позора. Когда щуп выдавило, это я слышал не очень хорошо, да? Компрессия есть, и она вся в поддоне, да. Прямо из поршней. Сейчас поворот будет, пацаны, готовьтесь. Никита, ты чё? Осталось всего километров 5. То есть нам нужен 98-й. Ага. Все, стопе. Идеально. О, вот теперь можно сфотаться. Видишь, как у нас? Все за бартер. Ну давай, на пятихаточку 98-го ты, да? Но у нее даже есть ОБД, это уже инжектор, ее можно почитать. А значит, мы можем добраться до автобокса, ну или до любого сервака. Нет, это не Бенц. Потому что я эксперт. Первый раз такой очевидный у нас просто кидок. Ну, как бы он не кидок, конечно. Понятно, что человек это не специально. Так удачно продать тачку. Давай, все, Никитос, я покупаю трос тогда, иду, и мы едем на Химиков, здесь недалеко. Я в автобоксе честно сказал, что мы сегодня подъедем, ну часам к 4 надо на подъемнике поднять, днище посмотреть. Я привык, что с тачками за 50 ничего не может случиться. Она 100% всегда проживает тест-драйв, но по-другому еще не было ни разу. Покупая машину за 50 тысяч, ты всегда уверен, что она просто заведется и поедет. Более того, именно в этой серии мы настолько зажались, что я специально уже за 50 искал, знаешь, с автоматом и на турбе. Я уже не хочу, как лох, за 50 еще палку эту мешать. Я же нормальный пацан, да, Владян? Компрессия и кольцевая, поршневая, вернее, группа и колечки настолько шикарны, что масло через щуп выдавливает наверх из двигателя. То есть, видимо, картерные газы немножечко под давляком там. Это карабасик, он весь сыт. Лонжероны уже нет, к сожалению. То есть это такая коррозия, которая делает уже металл мягким, она сквозная, проникла во все тело металла. А дальше это у нас пластиковый бак, соответственно, ему ничего не случилось. Фильтр, видимо, чуть ли еще не оригинал. Его поменять, к сожалению, не получится, потому что все топливные трубки, которые возле него, опять же, со всеми гайками, приняли некую единую форму. Соответственно, о боже, вот здесь очень плохо все с трубками и с тормозными трубками, которые, видимо, у нас, я очень надеюсь, что перепроложены. Мы же не могли ездить только на передних тормозах. А вот они пошли, медяха, вторым рядом спрятаны повыше, поэтому их... Задняя подвеска вся так же. Да, короче, здесь, слушайте, очень интересная картина у этого автомобиля. Оно все есть. Но все оно, по ощущениям, действительно не обслуживалось последние очень много лет, потому что тут даже вот некоторые задние тяги, резина в этих тягах, она слилась с металлом практически, то есть оно все настолько старое и настолько здесь подверглось за эти года коррозии, поскольку, видимо, все это время машина жила в центре Петербурга, где мы ее купили, что, естественно, сейчас все это откручивать, честно говоря, возможным не представляется. Вероятнее всего, если мы это делать сейчас начнем, оно будет все с закладными, со шпильками, со всем креплением в кузов, срезаться, вылезать оттуда к чертям. И получится, что это, будучи однажды снятым, обратно новым поставиться уже не сможет никогда.
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Да все, тут, в принципе, даже нечего рассказывать, пацаны. Но это как бы иногда в дешевках бывает смешно, когда пол торчит, там что-то еще. А это не смешно, ее просто убили. Тем, что ее просто не обслуживали. Это вот тот яркий пример, знаете, когда человек ездил. Типа, я езжу, вот 10 лет на машине езжу, и знаешь, ничего не ломается. Да, но, возможно, ничего 10 лет и не ломалось. А потом в один раз салам пополам, и машины просто нет в один день. Я хотя бы на 2 рассчитывал. Компрессии полностью нет. Первым вообще нету. А ты педаль нажал? Ну-ка. Ну, у меня даже побольше будет, чем у Volvo, наверное, компрессии. 1,5 километра. Ну почему такая дичь? Но я крутанул в отсечку, да. Он продал ее мне ровно в ту секунду, когда она еще работала, понимаешь? То есть это... А как ты продал? Да, и обидно, что ее даже не починишь. Даже, то есть, это если мотор, если вытащишь, он обратно уже просто не встанет. Обломает все трубки, все шпильки, все болты. Подвеска просто в щит. Если снимать мотор, наверное, вытаскивать надо наверх. То есть, в принципе, с подрамника-то снимать ее не надо. Да, это просто хрень. Едем дальше. Что ж, господа, получается так, что от этой машины у нас не осталось ничего. У нее не было кузова еще с момента покупки, в ней невозможно починить подвеску, и у нее теперь нету еще и двигателя. И понятно, что стоимость двигателя и стоимость замены этого двигателя, они практически равны самому автомобилю. Человек ездил на ней 11 лет, он так ее любил, она так ему нравилась. И получается, что все, что сейчас с ней можно сделать, это, даже не знаю, вывести вот так в поле, красиво ее поснимать. Или поставить музыку, в конце концов. Спасибо, Loud Sound, не обманул. Вот это называется, выставили замечательно, да? А я даже не знаю. Главное, еще плашмя, так вдоль нее я вижу даже по вмятине. Как надо, прям. Установка музыки в Volvo за 400 тысяч рублей без смс и регистрации прямо сейчас при вас, потому что нормальный рояль действительно стоит 400 штук, как оказалось. Благо мы, как и машину, естественно, рояль купили в рубрике дешевки, и стоил он 7 тысяч рублей, и, по-моему, около 15 тысяч стоил только вариант его сюда доставить. То есть на самом деле мы вам показали, что нужно делать со старыми вещами и как не нужно покупать дешевые машины. Впервые у нас в истории проекта дешевки получился худший сценарий фактически. Представьте, что вы покупаете
покупаете за полтос машину. А я знаю, как правило, когда парни покупают машину за полтос, у них есть 30, а 20 они заняли у мамы или у друга. И она тут же складывается, и у вас не остается на руках вообще ничего. Это просто самое отвратительное, что может только произойти. Ее никак не починить ни с какого края, ни подвеску, ни кузов, ни мотор. Возможно, остается коробка, стекла. Это на разборку сдать ее, ну или на металл там за те же 10-15 тысяч. Диски, наверное, самое дорогое, что в ней есть. Этот рояль также, естественно, стоял на 4-м этаже в центре. Какой-то маленькой прилежной девочке купили этот рояль, чтобы она училась играть. Его на эту гребаную дальнюю комнату, где он стоял 30 лет. Девочка выросла, шатала на всем, чем можно, и своем, и мужском, и мужа, и брата, вот этот весь рояль. И, наконец-то, они с ним распрощались. Мы несем свет и счастье в этот мир. Мы утилизируем все то, что люди по каким-то причинам купили, и оно им больше не нужно, и они по каким-то причинам хотят за это денег. Самая удивительная история во всем этом сценарии, что и то, и другое еще и продается, хотя ему прямая дорога, естественно, в преисподнюю. Что мы сегодня, господа, и исполнили. Будьте очень аккуратны при покупке старых машин и никогда не будьте аккуратны при покупке старых роялей. К сожалению, или к счастью, можно сказать, он сделал лучшее, что мог в своем преклонном возрасте. Спасибо вам огромное, что смотрели это видео. Это был самый информативный обзор на канале вообще Академика, наверное. Эта машина, если что, сделана на базе Toyota Carina E и прочие технические подробности. Пока. А ведь мы все могли это рассказать, и какой там двигатель, и то, что 1.8 200 сил для 99-го года, это было очень даже неплохо, наверное, и что она как-то ехала. Но, господи, это же прекрасно, посмотрите. Зачем? Зачем мучить людей всем этим? Дал, насрал и продал. Все, на поклон.